Привет, друзья! С вами Дина и канал Коллекция рецептов. Любите пирожки, но не любите возиться с дрожжевым тестом? Тогда этот рецепт для вас. Это очень быстрое и легкое в приготовлении тесто. С ним справится даже начинающий кулинар. Главное – заранее подготовить начинку. А для всех любителей печеных пирожков, ватрушек и пирогов у меня на канале есть отличные рецепты дрожжевого теста как для сладкой, так и несладкой выпечки. Ссылочку на плейлист теста оставлю в описании. Итак, приступим. В чашу, где будем замешивать тесто, вливаем 250 граммов любого кисломолочного продукта. Это может быть кефир, мацони, простокваша, ряженка, сметана и так далее. У меня домашний несладкий йогурт. Туда же отправляем одно яйцо, 1 чайную ложку вровень соли, это 5 граммов, и 20 граммов сахара, это 1 столовая ложка вровень. Добавляем 1 столовую ложку растительного масла и все хорошо перемешиваем до растворения соли и сахара. Это и будет жидкая основа нашего теста. В отдельную чашу я просеяла 370 граммов муки. Туда же добавляем 4 грамма соды, это 1 чайная ложка вровень, и все вместе смешиваем. Отправляем сухую смесь в жидкую, но всю муку сразу не добавляйте, оставьте хотя бы немного. Если видите, что переборщили муки, добавьте в тесто ложку кефира. А если почувствуете, что тесто жидковато, всыпьте оставшуюся муку. Замешиваем тесто. Оно не должно быть густым, не забивайте его мукой, иначе пирожки будут жесткими. На ощупь оно очень мягкое и липкое, но это только до того момента, пока мы не смазали его растительным маслом. Хотя можно с этим тестом работать и на муке, но чтобы при обжаривании пирожков она не горела во фритюре, лучше замешивать тесто и формовать пирожки на масле. Подливаем в тесто еще ложку масла и теперь окончательно замешиваем мягкое, эластичное и уже не липнущее к рукам тесто. В результате мне так и не понадобилась оставленная мука. Смазываем всю рабочую поверхность маслом. Формуем из теста длинную колбаску. И нарезаем на маленькие кусочки весом не более 40 граммов. Чтобы тесто не прилипало к рукам, смазываем их маслом и округляем каждый кусочек теста в шарик. Накрываем их пленкой и оставляем в покое на 10-15 минут, не больше. А тем временем подготовим начинку и сковороду для обжаривания. У меня с вечера осталось картофельное пюре, а значит сегодня будут пирожки с картофелем. Чтобы не занимать ваше время, я отдельно обжарила на масле до золотистого цвета 1 крупную луковицу. Отправляем ее в картошку, солим и всыпаем перец. А если хотите, можно добавить еще обжаренный бекон и свежую или замороженную зелень. Лучше всего подойдет укроп или зеленый лук. Начинку остается только перемешать. Она должна быть комнатной температуры и ни в коем случае не горячая. Устанавливаем сковороду на плиту, вливаем столько растительного масла, чтобы пирожки были в него погружены хотя бы наполовину. А пока масло нагревается, начинаем лепить пирожки. Смазываем руки и рабочую поверхность маслом и прямо руками, без скалки, делаем из теста небольшие лепешки. Оно настолько мягкое и податливое, что прекрасно отзывается на любую формовку. Раскладываем на каждую лепешку по полной столовой ложке начинки. И хорошо защипав края, формуем пирожки. А затем слегка их прижимаем, чтобы они лучше и быстрее прожарились. Выкладываем пирожки в разогретое масло швом вниз и обжариваем их на среднем огне до золотистого цвета. А пока одни пирожки жарятся, лепим следующие. Поскольку начинка в пирожках полностью готова, то нам, по сути, остается обжарить только тесто. Это, пожалуй, самое простое в приготовлении и очень быстрое пирожковое тесто. Из него можно готовить жареные пирожки абсолютно с любой начинкой, как сладкой, так и несладкой. И прежде чем замешивать само тесто, приготовьте и остудите начинку. В качестве начинки можно использовать тушеную капусту, как свежую, так и квашеную, обжаренный с луком мясной фарш, ливер, печенку, отварной рис с яйцами, фасоль с жареным луком, рыбу, грибную начинку, из зеленого лука с яйцом и, конечно же, сладкие начинки, фруктовые или творожные. Друзья, напишите в комментариях, пирожки с какой начинкой больше всего любят в вашей семье.
Выкладываем хрустящие пирожки на бумажное полотенце для удаления излишков масла. Готовятся они настолько быстро, буквально по 2 минуты с каждой стороны. И чтобы их все пережарить, мне понадобилось 15 минут. В результате получаются вот такие аппетитные, румяные и очень вкусные пирожки. У них тоненькое тесто и много начинки. Думаю, рецепт этого простейшего теста есть в арсенале у каждой хозяйки. А если вы еще с ним не знакомы, непременно возьмите на заметочку и приготовьте для себя и своих близких такие быстрые и бесподобно вкусные пирожки. Желаю всем приятного аппетита! Если вам понравилось такое быстрое тесто, ставьте пальчик вверх. Я рада, что вы пользуетесь моими рецептами, оставляете свои отзывы и задаете вопросы в комментариях. Если вы еще не подписаны на YouTube-канал «Коллекция рецептов», непременно подпишитесь и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Напомню, что у меня на канале есть плейлист теста, а также рецепты сладкой и несладкой выпечки. Посмотрите, может вам пригодится. Все ссылки на экране и в описании. С вами была Дина. До новых встреч, до новых рецептов.